Здорово, пацаны! Сегодня будем дегустировать вкус очка, так называемую организацию. В простонародье называется «Вкусно и точка» вместо Макдональдса. Название, конечно, ужасное. Понакупили много всяких штучек, всяких вещей вкусных. Время 10 часов вечера, поэтому пора уже и покушать. Так, начинать будем с дегустацию нашего... Картошка фри называется это у нас. Картошка фри уже остыла, пока мы делали фоточки и видео. Под картошку фри нам надо какой-то приемлемый соус. Я думаю, сырный подойдет нам соус. Держи. Подойдет или не подойдет? Ну, соус вообще будем дегустировать на тот момент, что изменилось ли что-то с того времени или не изменилось. То есть была какая-то внесена дополнительная рецептура или не была. Вот. Ну, есть подозрение, что не была. Потому что что им менять? Проще не менять, чем что-то менять. Открываем соус, пробуем картошечку, самое первое. Ну, холодный уже. Ты тоже будешь, что ли? What question is that? What's wrong with you? Холодная картошка, но по вкусу примерно такая же, как и была. Она такая, маленько пустоватая внутри. Я вот где-то ел, в Бургер Кинге, по-моему, или где. Она там не такая пустая была. Он говорит, нормально. Единственное, мне кажется, соли маловато. Я бы его соль еще чуть добавил. Нет, все нормально с солью. Ну, ничего так. Единственное, уже когда картошка такая не горячая, она похожа на какие-то вялые писюны. Внутри такое. Тем временем у нас есть еще другая картошка. Вот она. Вот чем мне нравится картошка по-деревенски, в отличие от этой картошки. А я сейчас расскажу, чем мне нравится. Ладно, пока в сторону. Это я потом сам доем. Вот картошка по-деревенски. Не любил эту картошку, точнее, я даже ее и не пробовал. Вот меня один товарищ целый год уговаривал, чтобы попробовать вот эту деревенскую картошку, утверждал, что она более вкусная. Я ему не верил. И в один из дней я все-таки заказал эту картошечку. И она мне не понравилась. Она мне не понравилась, потому что она была не до конца готовая. То есть я прям брал эту целую картошину, засовывал себе в рот, и она оказалась не готова. Так же, как и я не готов оказался к этой картошке. Вот. Но потом я заказал еще раз, и она была очень вкусная. То есть она была вкуснее, чем картошка фри. И вот чем удобна вот такая картошечка у нас, она большая как ложка. То есть и вот если мы возьмем сейчас сырный соус и вот эту штуку, мы вот прям как ложкой, вот от стока мы прям сразу взяли кучу сырного соуса. Другое дело. А что, вы открываете, вам не понравился сырный соус? Нет. Мне вот это больше нравится. Погромче можете говорить. Мне вот эти соус чесночный. Чесночный больше нравится? Да, А картошкой почему не угощаетесь? потому что вы меня не любите. Ну, надо самим брать. Вкуснее. Чем фри, да? Да. Потому что, мягкий. я думаю, вот этот баттл картофеля выигрывает как раз картошка по-деревенски. Не знаю, кстати, что дороже, что дешевле, да хрен бы с ним. Разница в копейке. Картошечку попробовали. Пока все как было, так осталось, на самом деле. Ничего не поменяли. И на очереди у нас знаменитейшие бургеры. Начнем с самых нищенских бургеров, я считаю, самых простых. Я думаю, один из первых появился в Маке. Фиш вообще, по-моему, недавно появился. Гамбургер. Гамбургер у нас маленечко тоже подостыл уже. Не овощ, ничего. Сейчас будем смотреть. Ну, потому что на то он и гамбургер, чтобы никаких овощей не было. Положили целый огурец. На самом деле я не люблю вот так вот раздербанивать бургеры. Выглядит это неэстетично, когда ты просто засовываешь себе в рот, не глядя, это вкусно. А вот сейчас уже и не так вкусно будет. Кетчуп, булка. Что это такое? Наверное, чеснок. Чеснок. Кетчуп, булка, огурец какой-то с помойки нашли, сюда положили. Ну, в принципе, и все. И там тоже кетчуп попробуем, конечно.
Очень простой. Но огурец я уже съел. Поэтому тебе осталось без огурца. Точно? Ну, как мне кажется, что побольше кетчупа стало. Какой-то раз мы покупали, и так сухо было. Сухо было. И в этой булке у меня в штанах. Булка, кетчуп, сколько там? 60 рублей стоит, так и есть. А может соус? Соусы для других вещей у нас еще. А для каких? Наггетсы, стрипсы. У нас еще тут куча всего. Половинку съел, доедать не буду. Вкусно, стоит своих денег и добро пожаловать, как говорится. А мы картошку уже дегустировали. Так, что у нас следующий? Чикенбургер. Вот чикенбургер уже должен быть поинтереснее. Он более сочный, более нежный. И если выбирать между гамбургером и чикенбургером, я, как правило, выбираю чикенбургер. Открываем. Ну, я вижу овощи. Какие овощи? Меня? Меня ты видишь? Ты овощи? Угу. Ну ладно, давай. Смотрим, что тут у нас. Капуста, майонез наш любимый и булка. Я это облизал, чтобы ты не ела. И Понятно, но я все все равно будешь есть. Ладно. Вот эта вот панировка с курицей. За милое здрасте. Очень вкусно. Но все равно суховато, я бы сказал. Если коктейль не берете, то тяжеловато вам будет одолеть эту булочку. Еще горячий. Вкуснее, чем там. Гамбургер, да? Фишбургер. Вот фишбургер я, по-моему, ни разу не пробовал. Ел. Тебе не нравится? Вкус пищи. В смысле, тебе не нравится? Тебе же рыба нравится. Я еще не попробовала. Я вообще первый раз вижу фишбургер. Понятное дело. Фишбургер. Фишбургер, точнее, сама фиш у нас в виде какого-то прямоугольника. Соус имеется, ну и какой-то задрыпанный кусочек сыра я тут на дне вижу. Такой совсем невзрачный какой-то. И опять же сухо. Рыба какая-то чувствуется? Мне кажется, там никакой соус даже нет. Как ты, я же показывал. А, вот это. Ты почему сказал, что сухо? Потому что попробуй. Сухо Ну же. да. Ну сухо. Или не сухо? Нет, ты не ел, где соус, вот поэтому сейчас попробуем. Но все равно нужно с чем-то. Какой-то напиток. Ну, рыба что-то мне не сильно нравится, если честно. Но Тебе рыба понравилось? вкусно. Да? А что какое-то пятно тут? Белое пятно на булке. Ладно. Ну вот фишбургер он уже в 2 раза дороже, чем чизбургер, гамбургер. Тут уже у меня вопрос встает. Стоит он своих денег или не стоит. Гамбургер и чизбургер свою цену отбивает на все 120%. А вот это вот у нас петушок. Тут большие сомнения уже. Если вы супер любитель, конечно, фиш, берите. Если нет, брать не надо. Так, ладно, с гамбургером пока мы тормознемся. 2 гамбургера осталось. Ну, ты, конечно, есть. Вот это по-другому же, нет, называется? Ну, в смысле, бутерброд. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас наггетсы представляет. Наггетсы мы пробовали. Выглядят они следующим образом. Нейтрально пахнут. Соус будем открывать, а вот такой вот и будем. 1000 островов откроем. Так, ты открывай, а я пока есть буду. Leftover, look at you. Я буду есть и тебе передавать. Тут курятина нету, тут какая-то... Вот кашица как будто какая-то, как будто не курица. Вкус курица, но структура не курица. Не знаю, так себе, по-моему, если честно. Панировка это какая-то, ну, такая... неаппетитная. Аппетитности вообще нет. С этим Ну, как соусом договорились, я попробуй. буду откусывать и тебе отдавать. Никак. Не, наггетсы так себе, по-моему, чуть не сильно. Во-первых, сколько там, 6 штук. Не наешься и по вкусности так себе. Курица какая-то нарисована. Как называется? Стрипс. По-русски. Стрипсы же. Стриптиз? Стрипсы. Какие? Это у Я нас правильно сказала? курица. Или это вообще крылья? Это не стрипсы, это крылья. Крылки. Wings, короче.
Нам нужен стриптиз, я считаю. Стриптиз, там стриптиз что? будет от вас? Of course. Понял. Курица выглядит достаточно презентабельно и пахнет тоже. Сейчас мы найдем, в чем макать это. Что ты не ешь? Ты ждешь, когда я откушу? Ты же комментируешь, будешь потом, так что давайте. Кроме панировки я ничего не откусил. М. Панировка вкусная, курица не... А, острая. Острый? О, мой любимый, тогда я все съем потом. А чё она острая такая, бля? Потому что... Вкусно? Вкусно. Халява, потому что вот и вкусно. Но он очень разный с KFC. Угу. Макдональдс, он вообще по вкусу. Что вкуснее? Я бы не сказала, но разный какой-то вкус. Как типа, будто там карри добавили. Такой. Курица вообще не моя. Потому что острый тебе не нравится. Острые еды. А она невкусная курица сама по себе. Я могу есть острое. Острое вкусно. Я ем чеснок, перец ем, я все ем. Это не Черный очень перец. остро. Красный перец. И сам я перец. Красный перец, да? Только Ну, чек у нас вышел, конечно. В виде шарфика можно его использовать. для зимой нормально. Я как раз шарфика нет. Что не пьем. А мы рано еще коктейль в конце будем пробовать. Курицу попробовали. Чуть пока, если честно, так себе вот. Что-то я думал, все вкуснее как-то будет. То ли я уже забыл вкус Макдака. Даже для меня очень вкусно. Да? Серьезно? It's very spicy. Ну, не острее, чем мои шутки. Что И это последний, он самый дорогой, самый большой. Поэтому вот этот такой, это средняя ценовая категория уже. Что-то все сыпется, падает. Что-то вообще позор какой-то. Ну, булка такая уже. У нас уже такой тяжеловес тут, так сказать. Ну, между средним и тяжеловесом. Тут две курицы, говядина. А, две курицы. Две котлеты, говядина и курица, походу. Опять сухо. Две котлеты и ничего нету. Две котлеты и булка. Стоит сколько? 250 рублей. Совесть есть? Вот это, да, очень сладко. Да. Да, а что там это? Соус тут, видишь, на одной стороне получается. Соус, по-моему, вообще случайным образом как-то сюда попал. Просто кто-то спрыснул туда и убежал нагло. Я почти наела. Погромче говори, если что. Ну, это же хлеб. I'm almost satisfied. Не, ну вот это вообще обман какой-то, я считаю. И он дорогой. Да, ну, рублей 250, наверное. Несерьезно. Вкус очка вообще несерьезно. Ну, вкус очка может быть достаточно неплох, но вот это не пойдет. Я вот всегда брал самые дешевые бургеры по 50 рублей. И вот такие вот таких тяжеловесов я никогда не брал, ввиду того, что они дорогие. И почем не зря. Взял и говно, короче. Что у нас остался? У нас остался самый здоровяк. Просто бургер сумо какое-то. Весит килограмм 70, наверное. Остался бургер и коктейльчики еще. Вот это. И пирожок еще. Прям вот, ну нормально весит. Чувствуется, что как бы там что-то есть. It's a monster burger. Это монстр. Ё-моё. Я вижу, что соуса уже нету. Очень сухо. Если бургеры сухие, вкус очка вы хоть смачивать их просто в воде хотя бы какой-то, я не знаю. А, ну что-то есть там. Ну, на всякий случай смачивайте. Супер здоровяк. Вообще здоровая мымра такая. Что там написано? Big Special. Двойной. Максимальный, короче, стоит сотки 4, наверное, то и больше. 4? 400 рублей. Чем я не люблю такие здоровые бургеры, я их в рот засунуть не могу себе. У меня рот маленький. Как я должен вот сейчас? Рот я должен открыть. Тогда меня дай, у меня большой. В этом мы не сомневаемся. Тут бургер большой, и надо открыть рот. Вот примерно вот настолько, с запасом, если брать, вот настолько. Как я?
Никак. Но там и помидор есть, и сыр есть, и все есть. Нормально. 2 котлеты, соус, сыр, огурцы, салат, лук. Все на булочке из кунжута просто так. И это Биг Мак. Ну, в принципе, даже сами котлеты тут сочные достаточно. Я даже до соуса не добрался, а котлеты очень сочные. Что ты сразу убираешь? Ты не будешь больше? Не очень. Почему мне? Чего не очень? Тебе не понравился, что ли? Сухой, да. Нормально. Это еще более-менее остальное. Эти бургеры, это вообще Нормально из-за овощей. максимально влажный. Big Special. Ну, я лишний раз убедился, что самые дешевые, самые бомжицкие, никчемные, нищенские бургеры самые лучшие. Самые лучшие. И по цене, и по качеству, и по вкусу. Поэтому такие брать не стоит. Я вообще считаю, что бургер больше 100 рублей стоить не может. Потому что там хлеб и кусок мяса, и все. Больше ничего. Хотел сказать, никаких фруктов. Овощей там какой-то лист салата вот этот задрыпанный просто бросить, и все. Ну и что? Какие там овощи? Или огурец. Увидели, какой огурец в гамбургере? One piece. Я просто со смеху умереть. Можно какие там огурцы? Вы или уж положите огурцы как следует, или просто не ложите. А то вы ложите хэ на людей, вместо того, чтобы ложить туда огурцы. Что у нас остались? Вот эти штуки? Ладно, пирог давай сначала тогда попробуем. Ну, пироги хваленые. Насколько я знаю, пироги неплохие. Многие берут, они достаточно недорогие и вкусненькие. Но маленькие. А потому что вкусные, поэтому и маленькие. Были бы невкусные, были бы большие. Пирожулька у нас вот такой прямоугольничек с вишней. Хрустящий. Много не откусывайте. Нам этот пирог на неделю. На неделю. Что, вкусно? Чего? Вкусно. Вкусно, да. Угу. Вот так надо отвечать. Ой, окей, это very nice. Потому что, кстати, ты любишь, что very nice тебе. Я согласна. Тепленький вот этот вишневый джем. Это хорошо. Вот это, ребят, брать надо. С чайком, если особенно где-то на работе в обед, когда все настроения уже на работе испортили, коллеги, берете вот эту пирожульку, и настроение ваше улучшается. Дает энергию. Дает энергию. Все съела, получается, у нас. Все съели. Че ты съела? Так, трубочка ваша одна. Я трубочку вам дал для соусов. Вы пока соусы пейте. Так, а что не подписано-то? Да, ничего не писали. Я-то знаю, какие вкусы. А где какой здесь? Какой там? Ваниль был и еще что-то было. Ваниль и клубника. А, ну все, теперь понятно, где что. Ну что, будете ваниль или клубнику? Или чесночный? Мне больше понравится ваниль. А мне? Тебе больше клубника? Все, ладно, вопросов нет тогда. Удалить. А зачем это удалить? Не понял. Удалить А, это я сюда приклеил. Ой-ой-ой. Like mine. Не, Очень вкусно. не, вкусно, но сильно сладко, мне кажется, нет? Ну. Просто моя жизнь — это сахар, и она настолько сладкая. I know. Give me, let me try. Сейчас я еще раз. Сильно сладкая. Ну-ка, давай-ка. Вот ваниль нормально. Сладко, да? Да. Клубника же, но вкусно. Он лучше, чем, помнишь, когда мы в ням-ням заказали? Вот это лучше вообще. Он сильно жидкий какой-то, как понос. Даже вот это сегодня могу. Вкуснее. Ты понятно, что можешь все и выпить, все и съесть все. Ну такие же вкусные коктейли, как и были раньше в Макдаке, на самом деле. Упаковки везде поменяли, везде какой-то произошел мини-ребрендинг. Короче, все есть можно, все съедобно, рецептуру почти не поменяли. Единственный момент, какой меня волнует, это момент качества. Учитывая наш общепит, вообще нашу сферу общепита, наше направление, сдается мне, что качество может потеряться. Более того, может поменяться само меню. Вообще, те ребята, если которые вкусно точка смотрят, какие-то управленцы, менеджеры, я советую прислушаться к моему мнению и супер полезному совету, что
Макдональдс это вообще здоровая машина. Это просто гигант, так сказать, в общепите, который 100% знает, что людям нужно и в каком размере, в каком качестве, да, и по какой цене. Самое главное. Потому что раньше-то бургеры такие не были дешевые. Это они просто все супер автоматизировали и наладили, что бургеры стали такие дешевые. На самом деле дороже. Рецептуру менять не надо, она уже испокон веков такая была, уже 50 лет или сколько там, 70 этому Макдональдсу. Они уже все выверили, у них уже все четенько, все как надо. Надо просто продолжать это делать и ничего не менять. Не надо вот никакие там пельмени какие-то вот вводить там или еще что-нибудь. Вот какой-нибудь дедуля в 60 лет зайдет, в Макдональдс спросит, пельмени у вас есть? Ему скажут нету. Он уйдет, а этот менеджер скажет, а у нас пельмени тут попросили, и уже завтра пельмени в этом меню будут. Так делать не надо. Надо, чтобы вот вам дали, как сказать, дали вот вам как коктейль вот этот вот в руку. Вы просто пронесите его и выпейте. Ничего менять не нужно. И также вот с вкусной точкой, что оставьте все как есть, и все нормально будет. Вы ничего не потеряете. Так что, ребят, на вас надеемся, что Макдональдс, или точнее а-ля вкусная точка, не превратится в какую-то пельмену или чебуречную. Ну, в принципе, все. Это мы отдадим собакам все, что они съели. Собака, Есть вам еще что-то сказать или нет? Hi, everyone. На русском говорите? Какой на русском? Я не хочу. На английском хочу. Все понимают. Никто не понимает. Да? Никто не Английский понимает. язык. Тут колхоз, даже- тут все из деревни. С деревня. Тем не менее, или тем более. Whatever. Мгм. Ну, спасибо, что вы Погромче? погромче. Мгм. Мгм. Ну, все попробовали, все так себе. Не все. Были те, которые были вкусные, а те, которые вообще нормально, мне кажется. Потому что еда, наверное, не бывает плохой. Если кто-то голоден, даже если еда сухой или невкусно, человек может кушать. Так что идите в точка и вкус. Как называется? И вкусно. И все, поедите, но просто следите за вашим здоровьем, потому что это фастфуд, это не обычная еда. Так что спасибо за просмотр. Я даю слово Сер. Почему ты сказала, что идти во вкусную точку? Тебе кто-то заплатил? Что? Тебе за рекламу заплатили? Какой? Ты сказала идти в вкусную точку. Ну, Я чтобы тебе такого они не попробовали, те, которые не ходили туда, например, кушать, они должны попробовать. Мы с тобой как договорились? Что вы договорились? Что мы просто обсираем вкусной точкой и все. Мгм. И можно тоже посоветовать, чтобы они пошли. Кушать нужно всем. Мы договорились, что обоссываем просто эту шарагу. И все. Никто никуда никому идти не надо. Лучше сидеть дома и кушать. А зачем тогда все это делать, если никто не будет попробовать? Зачем сказать, это не советую. Вот именно, что делать». я на себя огонь взял, что я должен вот отравиться вот этим и другим говорить, что идти туда не Понятно. надо. Не идите, идите. Ладно, всем удачи, всем пока, да пребудет с вами сила. Надеюсь, что-то записалось там. Я хоть нажал на кнопку или нет?